Орхидеи цветут, растят цветоносы, и это не случайность. Это четкая формула, которую я наработала за многие лет опыта работы с орхидеями. У меня условия не подходящие для цветения. Тепло и сухой воздух. В моих условиях орхидеи шикарно просто растят деток, но цвести ни в какую не хотят. Поэтому за цветение я борюсь, и это конкретно не случайность, а результат моей работы. И сегодня я вам расскажу, что я для этого делаю. В первую очередь вам надо отладить уход. Цветение орхидей, рост корней орхидеи, рост деток орхидеи, листьев – все это грамотный уход. И в первую очередь, что нам необходимо, это здоровое растение, желательно взрослое. Что касается взрослого, конечно, здесь есть спорные моменты. Да, пышное, огромное цветение – это будет у взрослого растения. Видите, вот как цветет у меня сейчас каменная роза. Это взрослое большое растение, смотрите, какая шикарная там идет листва. Но в то же время мы можем взять небольшие растения, детки, их сейчас нет на этой полке, которые у меня вовсю растят цветоносы. Наверное, сниму следующее видео с цветоносами на орхидеях, потому что еще большая часть орхидей у меня стоит на цветоносах, и там распущен буквально один цветочек, поэтому на полку я их пока не перемещаю, да и место здесь пока конечно, нет. Пышное цветение – это все-таки взрослое растение, хотя и маленькие растения вполне могут давать вам цветоносы. Итак, мы взяли с вами здоровое растение, у которого нет вредителей, у которого достаточно уже листьев и развитая корневая система. А вот дальше мы берем с вами технику, что нам надо. И в первую очередь это много хорошего света. Вот здесь на полке орхидеи у меня не растят сами цветоносы, хотя, например, в зимний период они здесь стоят под досветкой. Это сейчас, когда они цветут, досветки нет, но на улице лето. Нужно много света. Все эти орхидеи заложили цветочные стрелки, когда находились у меня на балконе. На балконе окна огромные, много света, и окна выходят на юг и на запад. То есть понимаете, что свет там мощный, хороший, без всяких уже досветок они растили все эти цветоносы. Сейчас я вам поставлю запись, вот я делала. И первая эта запись я замеряла на балконе, правда не в люксах, а в люминах, но вы сориентируетесь. Сколько света получают мои орхидеи утром, пока еще солнце находится вообще с другой стороны. Солнце находится у нас на востоке, а я в этот момент вот снимаю на юге и на западе. Видите, сколько света получают мои орхидеи. А второе вот небольшое, посмотрите сейчас видео, это я снимаю в это же время, где-то в 10:30 утра на полочке. Вот как разнится количество света. Конечно, чем больше света, тем лучше нам, чтобы орхидея заложила именно цветочные стрелки. Следующее важное условие – это полив орхидеи с препаратами, где калия больше, чем азота. Если будет больше азота, орхидеи вовсю будут растить листву, гнать зеленую массу. Если же вам надо цветение, то выбираем, чтобы калия было больше, чем азота. И если ранее я поливала орхидеи где-то по схеме 1 через 1, 2 через 1, то есть 2, например, полива удобрением, 1 водой, или 1 полив удобрением, 2 водой, то теперь я стала поливать орхидеи, вот, например, по весне, когда выгоняю их на цветение, в каждый полив удобрением. Скажу так, переизбытка удобрений я конкретно у своих орхидей не видела просто никогда. Такого не было у меня. И я каждый раз поливаю. Не буду вам рекомендовать, просто на данный момент делюсь тем, как конкретно сделала я. Каждый полив, вот где-то начиная с мая, я орхидеям давала комплексное удобрение, в составе которого калия было больше, нежели азота. Следующий момент часто задают вопросы, чтобы орхидея заложила побольше цветоносов, и вот эти цветоносы были длинными. Но чтобы заложила орхидея много бутонов, нужно, конечно, это и питание хорошее, это то, что касается наших удобрений, и свет, и влага. Чтобы орхидея заложила вот эти бутончики, они не опадали, и бутонов тоже было побольше, кроме хорошего калия, взрослого растения, света, нужен полив. В это время мы не устраиваем орхидеям никакой засухи, не пересушиваем ни в коем случае орхидеи. Их надо поливать, нужно давать влагу. Просохла орхидея и сразу ее поливаю. Тут нельзя сказать раз сколько дней, потому что у нас у всех с вами разные условия. У меня на балконе, вот, например, вот эта конкретно орхидея Лека Фантастик, смотрите, здесь и материнское растение, и сразу орхидея растит вот детку. Вот растение и вот растение в одном горшке. Орхидея это не пересажена, хотя у меня уже больше года. Она и так и растет у меня в покупном горшке и в покупном грунте. Чуть-чуть я сверху обновила грунт. Все.
Я вижу по корням, что их здесь не очень много, что орхидею не надо пересаживать. И как я вам говорила, если вы не пересаживаете новые орхидеи, понятно, когда горшок не трещит от корней, то эти орхидеи намного быстрее зацветают. То есть вы не откладываете цветение, потому что если мы орхидею с вами пересадили, понятное дело, орхидее надо прижиться, освоить новый грунт. То есть она на это тратит силы, а не на то, чтобы цвести. Когда корней немного, оставляем все как есть, орхидеи быстро у вас зацветают. И обязательно орхидею поливаем. Как я вам сказала, вот эта конкретно орхидея у меня поливается раз в 5 дней в моих условиях. Но у нее очень быстро просыхает в грунт. В то же время, вот, например, взрослая большая орхидея, вот эта вот Лондон, она у меня поливается где-то раз в 7-10 дней. Ей достаточно. Остальные примерно раз в 7 дней. Кстати, вот Альбуфера то же самое, раз в 5 дней она у меня поливается. Эта орхидея уже была пересажена. И если помните, у нее был трубчатый такой листик сверху рос. Мы его с вами брали скальпель и резали этот лист, потому что он не мог никак пробиться. Вот эти вот сухие сверху части, вот, это я разрезала листики. И один листик, и потом второй резала. Видите, у орхидеи небольшое цветение, но она и пересажена-то, по сути, совсем-совсем недавно, но решила процвести. Вот на старом цветоносике обрезанном и дала новый цветонос. Поэтому обязательно полив по мере просыхания грунта. Ничего не пересушим, иначе потом будут вопросы, почему то цветы мелкие, то бутонов мало, то непосредственно цветонос получился коротким. С одной стороны, это все очень просто. Свет, комплексное удобрение орхидеям даем и вовремя полив. Но самое сложное в этом всем – это обеспечить орхидеи светом. Сейчас вот весной, летом, понятно, естественное освещение, если есть возможность вынести орхидеи где-то на балкон, может кто-то на улицу выносит, условия позволяет орхидеи. Все это просто и хорошо. Конечно, зимой, осенью соблюсти эти условия намного сложнее. Поэтому зимой у меня цветение всегда скромнее, меньше, нежели летом. Вот конкретно в моих условиях. Как решить? Взять хорошие лампы. Но я вам скажу так. У меня стоят лампы на 35 ватт вот на этой конкретно полке. Не дают они такого шикарного, конечно, света, не дают они такое цветение моим орхидеям, какое добиваюсь благодаря естественному освещению. Поэтому буду в этом году экспериментировать, пробовать, поменяю лампы на 50 ватт и проверим потом зимнее цветение. Хотя понятно, уже тут середина августа, больше еще часть стоит, намного больше, чем я вам сейчас показываю, у меня на цветоносах. То есть, скорее всего, у меня все орхидеи просто сейчас сентябрь, октябрь, ноябрь, где-то в декабре они только закончат цветение. Поэтому зимнего цветения в этом году я ждать не буду. Ну и опять на следующий год, летом у меня начнется новое цветение. Это, кстати, у меня еще орхидея Аба, смотрите, только-только раскрывает первый бутон, еще не раскрылись у нее бутоны, но уже видно, насколько будет крупный бутон. Ну и, конечно, потом всегда в конце видео есть вопрос. Скажите, как называлась та орхидея? Поэтому давайте я вам сделаю обзор, расскажу название, чтобы вы могли идентифицировать свои орхидеи, либо приобрести ту, которая вам нравится. Вот эту орхидею я вам уже называла, это орхидея Альбуфейра. Все знают мою огромную любовь к желтым орхидеям. И вот согласитесь, вот я вам возьму просто в кадр сейчас, вот даже уберем оранжевые, вот, розовые, желтые, где-то, нет, розовые, оранжевые, фиолетовые, белые орхидеи. Согласитесь, кадр скучный получается, без желтых орхидей. Уже оранжевая орхидея яркая и то расцвечивает. Когда есть желтая орхидея, вот если ее убрать, оно намного ярче, красивее смотрится. Поэтому я для себя так принимаю, что если я ставлю орхидеи вместе на цветение, мне важна общая картинка, то желтые орхидеи обязательно должны быть. Это вот как во флористике, раскрасить картинку, да? Добавь цвета. Вот желтые добавляют цвет. Поэтому в интерьере желтые орхидеи мне очень нравятся. Далее, вторая, здесь стоит огромная орхидея, это орхидея Лондон. Кстати, она уже цветет почти месяц. Давно достаточно. Цветет она обычно очень-очень долго, пышно, хорошо. И покажу вам, что это все цветение на старом цветоносике. Видите, цветонос уже цвел, вот я обрезала. И вот эта боковая ветка, она уже цвела, я обрезала. И вот на старых цветоносах опять пошло новое, я считаю, очень хорошее цветение. Далее, вот эта орхидея только еще распускает. Здесь, смотрите, ой, что у меня цветоносики, смотрите, они между собой запутались немножко. Сейчас я их освобожу. Это у меня орхидея Magic Art. Видите, 3,5, скажем, цветочка уже раскрылись, и бутоны будут раскрываться дальше. Орхидея еще не пересажена, покупала ее по осени, но это
цветет не вот это растение, которое я вам показываю. Это орхидея, смотрите, вырастила детку. Вот, детка на цветоносике. И это цветение непосредственно этой детки. Вот детка, у нее там корни, видите, есть. И эта деточка маленькая, смотрите, цветет уже на 6 бутонов, и причем крупные хорошие цветы. Считаю, что результат шикарный, поэтому рекомендую, повторяйте этот результат. Ну, конечно, чтобы растение было сильным, вы знаете тоже, я даю своим орхидеям хорошее удобрение. Уже сейчас перешла больше не на масс-маркет, хотя и в масс-маркете, конечно, вы найдете хорошие, замечательные удобрения, которые работают. И ими я тоже поливаю орхидеи. Но когда я стала применять более профессиональные удобрения, Конечно, сразу стало заметно, скажу вам так. Далее, вот эта орхидея, это нерассказанные истории. Видите, биглипчик, он еще распускается, тоже буквально 2 цветочка распустилось. Далее орхидея «Карибская мечта», и она причем уже цветет у меня тоже где-то месяц, и это на новом цветоносике. Вот орхидея вырастила, видите, какой длиннющий цветонос. Я не знаю, мне кажется, здесь больше метра. Огромный цветонос, он даже ветвиться у меня, видите, начал здесь, и орхидея это цветет. И цветы, видите, раскидистые, широкие. У этой орхидеи, у моей так всегда. И я вам скажу, когда я подхожу именно в этот уголок, сейчас тепло, светло, орхидея ароматит. И орхидея «Карибская мечта», и орхидея «Лондон». Но у меня, кстати, ароматит орхидея очень часто, но опять же, благодаря тому, что очень тепло. Когда тепло, светло, от орхидеи можно аромат почувствовать. Далее у меня идет орхидея Пуаро. Кто-то молодой джентльмен еще называет эту орхидею. Тоже еще не до конца распустились здесь бутончики, но уже, я считаю, тоже красота. Шикарный, хороший биглипчик. И этот биглипчик, смотрите, цветет и одновременно вот растит какую, видите, вот детку. У детки там уже цветоносы вовсю наросли. Но что-то я не хочу уже в последнее время отделять деток. Я вам говорю, у меня условия такие, что детки растут и растут постоянно у орхидей. Одинаковых орхидей я не хочу, повторок. И так ставить негде, поэтому в последнее время стала просто оставлять вот таких деток расти дальше на орхидеях. Ну, каменную розу я вам тоже уже показала. Еще не полный распуск, видите, вот еще бутончики распускаются, но, конечно, красота. У нее кожаные, просто кожаные вот эти лепесточки. Видите, цветочки где-то отличаются друг от друга. И вот в этом году, вот сейчас они раскрылись, знаете, как будто бы не до конца. Вот такие шикарные, конечно, бутоны. Раньше раскрывался цветок полностью, вот если посмотреть мои видео за прошлые годы. А в этом году вот почему-то он такой немножко приплюснутый цветок получается. Ну, подождем, может, они еще раскроются. Далее пойдем на нижнюю с вами полочку. Это у меня орхидея далматинец, которую я вырастила с верхушки, то есть омолаживала орхидею, мне досталась верхушка. Видите, какая огромная уже эта верхушка. И я эту верхушку недавно пересадила. Я вообще не ожидала, что орхидея пойдет на летнее цветение. Она сейчас не должна была цвести, она недавно пересажена. Но новый цветонос, это не на старом цветоносе идет цветение, и она уже растит вовсю, видите, цветы и еще бутончики. Эта орхидея у меня азиатская, я покупала в размере 1,7, орхидея бабочка. Ну, конечно, сами понимаете, цветочки здесь, конечно, очень мелкие, маленькие они идут, но красота. Цветет она у меня уже 2-й год, в прошлом году тоже эта орхидея цвела. И вот вопрос, сколько ждать первого цветения? Конкретно с этой орхидеей, с размера 1,7, я 3 года ждала, когда она мне даст первое цветение. Я вот сейчас вижу, сколько тут 7, может быть, нальется 8 бутончиков. Для второго цветения считаю хорошо. Что касается названия, я ее подписалась как фламинго розовый. К сожалению, бирку я потеряла, поэтому точно сказать не могу, но я пару названий для этой орхидеи находила. Марракеш пилорик также распускает свои цветочки. Орхидею я покупала еще осенью. Она пересажена у меня уже. Это домашнее цветение первое. И первое, смотрите, у меня домашнее цветение сразу идет на 2 цветоноса. Бутонов пока немного. Посмотрим, вдруг она станет доращивать бутончики. Вот этот распущенный цветочек, а остальные, видите, еще у меня цветы в неполном распуске. Далее орхидея Лека Фантастик. И иногда я еще добавляю такое название, как Лека Фантастика расписной, потому что бывают чуть скромнее цветочки. Здесь, видите, они такие прям нарисованные получились. Тоже орхидею, как я вам уже рассказала, растет вот с деткой. Не пересажена, считаю хорошим цветением. Это у меня орхидея Биглип шоколад на желтом. Ну, посмотрите, как она выцвела. Она у меня с мая месяца. И видите, цветение, конечно, сказать, что она на желтом нельзя уже. Просто выцветшая орхидея. Далее орхидея вот эта Карибская мечта. Взрослое хорошее растение.
На фоне сзади вот это Исмаэль орхидея, это орхидея новая. Я ее уже обработала от вредителя, поставила к своей коллекции ставить, потому что уже даже на карантин орхидеи мне негде. Вот она цветет. Это магазинное цветение. Единственное здесь орхидея. А нет, раз-два, который с магазином еще цветением. Далее Magic Art, который я вам уже называла. Орхидея Лондон. Знаете, сейчас вот задела эту орхидею, и сразу пошел такой легкий, цветочный, свежий аромат. Очень приятный. Вот мне где-то аромат ландыш напоминает. Да, скорее как ландыш. Очень похож на ландыш аромат. Ну и альбуфейру я вам тоже назвала. А абу мы еще ждем, чтобы она распустила этот шикарный, красивый цветок. Вот такие у меня результаты на сегодняшний день. В ближайших видео вам покажу еще часть орхидей. Может быть, даже когда они хотя бы по бутончику распустят, чтобы было интереснее за ними наблюдать. Свои самые основные выводы и то, что сейчас я делала орхидеями для цветения, я вам рассказала. Пожалуйста, делитесь в комментариях, как у вас сейчас цветут орхидеи, как часто вы даете удобрения и вообще делитесь своим уходом. Всем желаю хорошего времени суток. Пока-пока.